Объекты фонда SCP. SCP-2012. Темпоральный легион призраков. Объект номер SCP-2012. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Как минимум один подготовленный человек, бегло говорящий на вульгарной латыни, разговорный язык, использовавшийся во времена ранней Римской империи, должен быть постоянно наготове для осуществления процедуры содержания SCP-2012. Данный сотрудник получает обозначение Альфа-1. Основу подготовки Альфа-1 составляет история Римской империи, с особым упором на военную доктрину и тактику периода ранней империи. Дополнительно в распоряжении указанного сотрудника предоставляется один комплект лорика сегментата. Доспех должен быть изготовлен с применением только тех методов, которые были доступны древнеримским кузнецам. Помимо этого, Альфа-1 снабжается стандартным набором вооружения всадника имперской ауксилии. В Римской империи вспомогательное подразделение, набиравшееся из подвластных Риму народов, изготовленным теми же методами, что и доспехи. Кроме того, предоставляется одна лошадь, экипированная в соответствии со стандартами римской кавалерии. Альфа-1 проходит обучение римскому искусству верховой езды, в первую очередь езде без стремени. Альфа-1 должен интенсивно изучать римскую военную историю, касающуюся завоевания Британии в 110-х годах нашей эры. Альфа-1 должен носить эмблемы и символику легиона 2 августа, включая реконструкцию Аквилы указанного легиона. Другой сотрудник, обозначенный как Альфа-2, получает аналогичное снаряжение, однако его подготовка должна фокусироваться на иудейских бунтах периода Принципата, особенно на восстании Бар-Кохбы. Альфа-2 должен получить эмблему и Аквилу легиона 10-го Гемина. Третий сотрудник, обозначаемый как Альфа-3, получает такое же снаряжение, как и остальные, а его подготовка должна фокусироваться на войнах Парфянской империи 160-х годов нашей эры. Альфа-3 получает эмблему и Аквилу легиона 1-го Минервия. В течение последней недели февраля персонал фонда закрывает доступ к гражданских региону национального парка озер Лох-Ломонд и Троссак, Шотландии, где может проявиться SCP-2012 под прикрытием изучения дикой природы. Соответствующие области в пустыне Негев, Израиль и Хосровском заповеднике Армения должны находиться под пристальным наблюдением ввиду невозможности их закрытия. В начале события Мария Альфа-1 направляется к расположению SCP-2012 и представляется бойцом кавалерии Ауксилии легиона 2 августа. Альфа-1 должен заявить, что легион 2 августа попал в засаду и был уничтожен, и что действующие приказы для легиона 9 Хиспана оставаться на позиции и построить защитные укрепления. Альфа-1 уполномочен применить любые необходимые меры для убеждения SCP-2012-1 в необходимости этих действий. Если Альфа-1 не возвращается в течение оговоренного периода времени в 10 часов, для силового сдерживания SCP-2012 направляется мобильная оперативная группа. Аналогичная процедура используется персоналом Альфа-2 и Альфа-3 с учетом местности из замены легиона происхождения в истории прикрытия. Вне зависимости от метода сдерживания, наблюдение за SCP-2012 надлежит поддерживать в течение всего времени его появления.
Описание. SCP-2012 – коллективное обозначение членов легиона 9-го Хиспана, легиона Римской империи, упоминания о котором исчезли из исторических документов в конце сотых годов нашей эры. Причина исчезновения упоминаний до сих пор является предметом обширной дискуссии. В начале марта SCP-2012 может проявиться в одной из 3 областей мира – в национальном парке озера Лох-Ломонд и Троссакс, Шотландия, Хосровском заповеднике Армении или пустыне Негев, Израиль. Данное явление обозначается как событие Мария. Во время событий Мария члены SCP-2012 появляются часто вместе с маркетантами и прочими служащими, обычными для римских легионов. Солдаты легиона проявляют значительную дезориентацию в отношении своего местоположения. Однако настаивают, что все еще находятся в конце сотых годов нашей эры. Составляющие SCP-2012 имеют тенденцию к рассеиванию и могут появляться в разных местах в течение одного события проявления, но индивидуальные составляющие никогда не повторяются в разных местах. Обозначение SCP-2012-1 применяется по отношению к данной удалены, командующему SCP-2012. Персонал, вовлеченный в процедуру содержания SCP-2012, должен вступить в контакт с SCP-2012-1 с целью убеждения SCP-2012 оставаться на месте либо с другими подходящими офицерами в месте, где SCP-2012-1 не обнаружен. Спустя приблизительно 1 неделю после начала событий Мария SCP-2012 внезапно исчезает вместе со всем снаряжением. SCP-2012 может исчезнуть в любой момент, его составляющие не проявляют признаков осведомленности о приближающемся исчезновении или ситуации в целом. Вне зависимости от того, сколько составляющих было потеряно в ходе содержания, SCP-2012 проявляется каждый год. Составляющие SCP-2012 люди не сохраняют воспоминаний о событиях прошлого года. С момента постановки SCP-2012 на содержание в данной удалены применение силы потребовалось лишь в данной удалены случаях. Истории прикрытия были основаны на военных учениях. Приложение. Ниже представлена расшифровка разговора, в ходе которого Альфа-1 попытался выяснить происхождение аномальных свойств SCP-2012. Разговор переведен с вульгарной латыни. SCP-2012-1. Но все же я странно себя чувствую. Честно говоря, многие из моих людей нехорошо себя чувствуют. Знаешь, я помню, как мы сражались в Иудее и усмиряли евреев. Можешь себе представить, я, похоже, схожу с ума. Мы никогда не располагались в тех местах, но я все-таки почему-то ясно помню, как сражался там. Альфа-1. Возможно, это восстание тяжело сказываются. SCP-2012-1. Да, возможно. Я никак не могу выгнать тот случай из головы, какие-то чертовы варварские жрецы, воюющие на нас со своих колесниц, когда мы кидались в бой. Почему-то я вижу их на парфянских тяжелых колесницах с их характерными косами. Мне приходится моргать какое-то время, чтобы прогнать это видение из головы. Я не понимаю, что происходит. Альфа-1, я помолюсь Эскулапу о твоем здоровье. В ходе другого события Мария Альфа-2 также получил указание исследовать происхождение SCP-2012 и SCP-2012-1 проявляются в пустыне Негев, Израиль. В ходе этого события Мария SCP-2012-1 я никак не могу выгнать это из головы. Эти проклятые воспоминания о попадении в засаду во время восстания пиктов. Мы никогда не располагались в Британии. Я едва ли могу вспомнить хоть что-то о Британии. Я никогда не читал о других завоеваниях. Но я так ясно могу все это вспомнить. Альфа-2, это действительно странно. SCP-2012-1. А знаешь, что самое странное? Постоянно, когда я вижу этих иудейских фанатиков, я думаю о парфянской пехоте. Я никогда не видел парфянскую пехоту, но я вижу их солдат. Я постоянно думаю о том, как все это напоминает мне о старых парфянских войнах. Вот опять.
Я никогда не участвовал в парфянских войнах, но мне они кажутся старыми войнами. Мы вообще не воевали с парфянами со времен Трояна, но в этих воспоминаниях на наших стандартах имени Трояна. Это какой-то другой император, которого я узнать не могу. Альфа-2, я помолюсь Эскулапу о твоем здоровье.